Норвегия была оккупирована немцами, и очутилась я в Норвегии в лагере восточных рабочих. Немцы у нас не охраняли, охраняли норвеги, и они к нам относились очень лояльно. Светлоглазый, белокурый, рослый, худощавый, такой, знаете, скандинав. Он подошел к лагерю и стал спрашивать, что вам надо. Я говорю, ничего не надо. И он в следующий раз пришел и принес коробку конфет. Раз ничего не надо. Ну и стали разговаривать. А потом приходил еще, он очень любопытный был. И все время меня спрашивал, Сталин хороший или Сталин плохой? Что я ему могла ответить? Я говорю, не знаю. 9 мая закончилась война. Молодой человек подарил мне фотографию. Надпись была на 3 языках. По-норвежски, немецки и английски. Одна и та же фраза. «Я верю в любовь с первого взгляда». Я так посмотрела на эту надпись, ухмыльнулась и все. Никогда не думала, что это сыграет потом такую отвратительную роль в моей жизни. В конце 1949 года к нам пришли кагибисты. Книги полистали туда-сюда, альбомы залезли, вот увидели эту фотографию на иностранном языке написано, и все. Говори, говори, все нужно говорить, мы должны все знать. Я говорю, да никакого пароля, он опять матом и этой фотографией. Что это за пароль и кому я должна была передать. Вызывали по ночам с 2 часов и до 6, там с 3 до 5 не давали спать. Вот это была пытка. И так вот в течение 8 месяцев почти. Ни следствия особого, ни судьи, ни адвокатов, а просто следователь. Дали бумажку, ознакомьтесь. Там было написано, в связи с тем, что у вас статья 58.1а, по-моему, это измена Родине, 10 лет, особое совещание. Была швейная фабрика громадная, белье воинское шили руками. Вот надо было проводить ткань, прошивали себе пальцы, засыпая прямо совершенно. Были 16-летние, 18-летние девчонки, жалко их было. Я была уже постарше, мне уже было 23-й год, но все равно 23-й, представляете? Настолько было и морально тяжело. Первое время особенно, пока я не получила письмо из дома, я не знала ничего. Где ребенок, где мама, где муж? Одно письмо я имела право за полгода ответить. И вот они все в недоумении были. Где я? Почему не отвечаю? Я просто на Казанский приехала, взяла такси, и когда я в такси села, то водитель ехал, я сидела сзади, он так смотрел в зеркало, потом говорил, вы из лагеря? Я говорю, да, откуда вы знаете? Я уже знаете, какого человека везу? Не первого, уже, наверное, штамм был такой, уже он видел. Я не знаю, как выбрать это слово подходящее. Досадую, мне досада, что люди не знают правды до сих пор. Вот понимаете, вот когда слушаешь, даже Зюганов говорит, когда ему говорят, что вот было такое время-то, он говорит, подумаешь, там несколько тысяч там было арестованных. Но когда мы знаем, что это были миллионы, и что до сих пор и в Бутово, и в Коммунарке лежат расстрелянные безвинные люди, и мы это знаем, как я могу воспринимать это, я должна восхвалять и считать Сталина менеджером прекрасным. Я не могу. У меня не поворачивается ни язык, ни мысль, не знаю. Мне многое не нравится. То, что, несмотря на гласность, казалось бы, на все, за ерунду, за какую-то,
Вдруг привлекают, дают статью, отправляют. Не нравится. Я сразу возвращаюсь мыслями и с ужасом думаю, что не дай Бог, чтобы не вернулось это время. Не дай Бог. И думаю, Господи, хоть бы моим внукам, правнукам жить в стране нормальной. Просто молю Бога.